Всех приветствую! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот набор для дегустации вин. Я уже делал подобный обзор подобного набора, но тот набор был намного моложе, этот намного старее. Это, можно сказать, первый выпуск этих наборов. Выпускался данный набор, по-моему, с 1981 года, именно в 54 аромата, до 2004 года. Значит, изготовил его Джен Ленор. Называется он Ленис du Vin. Набор для ощущения запахов, чтобы мы знали, какие запахи есть в вине, как они выражаются. Ну, давайте посмотрим. То есть из себя представляет данный, коробка представляет из себя такой у нас корешок, бордовую коробку, с черным блоком. Открываем ее. И что мы видим? Значит, здесь у нас с одной стороны у нас покладены карточки с описанием ароматов, книга, так сказать, хвалебное описание этого набора, какие есть наборы еще, кстати, продукшн, ну и сами наши ароматы. Здесь 54 аромата, которые намного, чаще всего встречаются в белых, красных винах, в шампанском. Значит, давайте по очереди. Ну, к примеру, здесь у нас находятся карточки. Здесь у нас 54 карточки с описанием самого нашего предмета. То есть, если мы нюхаем вот Black Currant, черную смородину, здесь описано запах этой черной смородины, как он открывается, где он есть, там в листочках. Сзади у нас на этой карточке описание, какие есть, какие вина, какие страны, какие вина, чаще всего встречается этот аромат. Ну, можно Pace, та же самое описание, и в каких винах это встречается. Очень интересно и познавательно. Сделано, кстати, по-другому. Если вы посмотрите, я сделаю ссылку в конце видео на предыдущий обзор. Здесь у нас сделано в глянцевом, так сказать, глянцевые, даже не знаю, как назвать. Хорошо, окна в глянцевых обертках. Очень красиво, очень, так сказать, приятно для души. Вот опять же, вот можете посмотреть и будете знать, в каких винах это чаще всего встречается. Они все идут как бы номерные. Данное изделие, данная вот книга, это уже идет книга как обучающее пособие. Здесь вы посмотрите содержание, хвалебные оды, и уже идет пособие, как наш мозг воспринимает это все, как это все происходит, как эти ароматы, опять же здесь уже идет повторение, как эти ароматы как встречаются, как они открываются, эти ароматы. Ну, очень интересно, очень познавательно. И скажу так, данные наборы, это наборы для не только для профессионалов, это наборы и для альтруистов, для тех любителей, которые любят вина, для тех именно любителей, в смысле не любителей
которым, в принципе, все равно, какую барбитуру пить, а именно те любители, которые хотят как-то расширить свой диапазон, но вы же понимаете, что ароматы, многие ароматы мы не знаем, как назвать, не можем вспомнить, как назвать, и вот вроде как бы мы его помним, а не знаем, да. Выполнено все это вот в таких вот бутылочках, каждая бутылочка под номером, очень замечательные. Пахнут очень хорошо. Есть еще несколько разных других производителей. Я вот, скорее всего, сделаю обзор одного из них. Но сразу скажу, что данные наборы являются лучшие. Производитель заявляет, что его эти запахи будут действительно в течение 5 лет, но это, можно сказать, так же, как и срок годности. То есть срок годности, он немножко заниженный. Вот данные наборы выпускались примерно с 81 по 2004 или по 2006 год. Давайте будем считать даже по 2006 год. Давайте даже посчитаем, что этот набор был последний в 2006 году. Сейчас 2022 год. Реально уже почти 23 год. У нас получается 17 лет. 17 лет, когда был выпущен этот набор. И его ароматы, они даже не теряют своих в этих. Конечно, можно сказать, что да, иногда некоторые вот запах воспринимаешь, и аж на душе аж мурашки бегут, очень приятно. Можно сказать, тут тоже зависит от того, как мы этим пользуемся. Чем чаще мы будем пользоваться, конечно, будет у нас эти запахи будут выдыхаться больше. Если мы будем пользоваться меньше, конечно, будет меньше. Но, как говорил мой помощник начальника штаба батальона, вернее, начальник штаба батальона в армии, забыл, как его звать, майор, забыл, как звать, говорит, зубной пастой можно пользоваться год, а если она будет лежать просто в тумбочке, так и всю жизнь. Так вот, здесь я думаю, что если этот набор не пользоваться, он будет очень-очень долго сохранять свои ароматы. И в большинстве своем можно сказать, что данные наборы, их покупают люди. Они думают, что вот сейчас я быстренько возьму там вот запахи, я повдыхаю их, посмотрю, какие у нас ароматы, к чему относятся, какой аромат, к какому. Я это запомню, я стал профессионалом. Нет, это тоже не так оказалось, вот по мне, тоже не так просто. Вы хотя бы раз в день должны проходить определенные. Вы не то, что, опять же, забудьте, вы просто какой-то более сильный ароматы будут перебивать более слабые ароматы. И у вас получится, что, вам будет казаться, что вы что-то плохо чувствуете. И опять же, здесь расписано у нас потом, какие коробки относятся к баночке, каким ароматом. То есть, если обучаться, конечно, обучаться как-то вот пошагово. Но опять же, я повторю, что многие думают, что это очень быстро, можно воспринять. Здесь получается это тренировка нашего мозга. Мы смотрим, то есть как она происходит. Эта тренировка у нас происходит вот таким вот методом. Мы вот 27-й. Мы находим 27-й, вернее, изначально, грубо, мы не смотрим метод. Достаем, к примеру, 27-й. Чувствуем запах. Пытаемся его воспроизвести. Вспомнить, что это. Вот, кстати, мед — это один из запахов, которые очень хорошо воспринимаются нашим мозгом. Здесь мы, опять же, вдыхаем запах. Смотрим. У нас визуально и
на молекулярном уровне, на уровне мозга мы запоминаем уже и картинка, и запах. То есть в следующий раз, когда мы запах начинаем уже ощущать, перед нами будет всплывать эта картинка. Ну и также мы уже будем знать, какие вина у нас уже здесь есть. Некоторые запахи, они выделяются более крепче в винах, некоторые менее легче, некоторые надо найти. Но все это происходит в процессе, так сказать, обучения. Но на этом я закончу обзор этого замечательного набора. Они стоят, новые наборы стоят примерно там в районе 300 евро. Ну, этот набор вы не купите, потому что он уже старая, первой, так сказать, генерации. Но очень многие наборы встречаются на eBay, и их продают по $150, бывает по $100, если вам повезет. Потому что люди покупают, ну, не пошло. Вы можете также купить и этот набор, если вам не пойдет, тоже его продать. Так, хорошо, заканчиваем наш обзор. Сейчас вот появятся ссылочки на новый, так сказать, на обзор прошлого набора. Если какие-то вопросы у вас будут, обращайтесь. Спасибо всем, до новых встреч.